Если говорить о городской навигации как таковой, то я бы скорее ее определил как единую систему ориентации, которая помогает всей аудитории в ее разнообразии по способу перемещения, в ее разнообразии по способу прочтения информации, кто на каком языке читает, кто способен воспринимать буквы, дислексии и так далее, степени знакомства с городом, считывать информацию и находить объекты, точки интереса, зоны интереса в этом городе, перемещаться из точки А в точку Б и обнаружить тот или иной объект, пространство, сущность. Тут есть разные объекты нашего интереса. Этим, собственно, бы и являлось. По-английски и в западном мире это называется wayfinding system, то есть система как бы обнаружений, прокладывания себе пути в сложных урбанистических условиях. Это если говорить в общем. Если говорить про данный проект Moscom архитектуры, он на самом деле, на мой взгляд, лежит вне критики. Всем профессионалам графического, визуалам, графическим дизайнерам очевидно, что эта работа очень сырая, спорная. Там спорно, в общем, абсолютно все ингредиенты. Там не учтено ни потенциальная наша заинтересованность в появлении билингвистических смыслов. Там, соответственно, все иностранцы, все люди, незнакомые с кириллицей, окажутся в этой системе в таком же недоумении, как и сейчас на наших улицах. Она, конечно же, вряд ли может быть может быть реализована в принципе на самом деле, особенно в той части, которая у них называется «Старый город», просто потому что объемные буквы в металле на нашем современном климате, на наших улицах после первой же зимы зарастут грязью, голубями и так далее, и так далее. Ну, то есть это на самом деле, к сожалению, действительно работа, которая просто вне критики по своему уровню. Хотя там есть интересная идея зонирования города, попытки классифицировать объекты строения по принципу их условной интересности или старости. Но это тоже может быть на самом деле и иначе реализовано, и по-другому классифицировано, и так далее. Позиция комитета по туризму и гостиничному хозяйству заключается в том, чтобы указатели, которые будут ли они это домовые фасадные указатели, будут ли это указатели улиц или указатели к объектам туристского показа и другая инфраструктура, элементы этой инфраструктуры, они были выполнены не только на русском языке, но также и в латинице. Для иностранных туристов, мало только прочитать название улицы там, в латинской транскрипции, да, ему нужны еще и туристские карты, которые будут также его ориентировать на местности. Туристские карты, которые выполнены в бумажном виде, это одна тема, но сейчас настолько развиваются различные интернет-технологии, поэтому уже выпускаются и мобильные версии этих карт, и возможность приложения, мобильных приложений для гаджетов, которые есть. Вот здесь данная концепция этого вообще не предусматривает, она только по наружному такому оформлению города. То, что касается системы развития дальнейшей концепции для иностранных туристов, это, конечно, это открытие туристских информационных центров, где гости нашего города могут прийти получить бесплатную информацию и консультацию также. Это ориентирование в общественном транспорте. Мы сейчас пока, может быть, не говорили еще о метрополитене. Очень объект, который пользуется большим вниманием туристов, но очень сложен в ориентировании. Насколько мне известно, сейчас уже разрабатывается метрополитеном концепция, которая предусматривает также и предусматривает и схемы метрополитена в переводе в транслитерации, пешеходные переходы и также обозначение выходов из метро
к объектам там, ну, не только туристского показа, но вообще для ориентирования. То есть эту систему следует развивать. Наш город не похож на другие города. Не похож он прежде всего состоянием открытых пространств. Не похож он числом и качеством коммуникации. Потому что когда мы говорим о навигации, прежде всего, конечно, мы имеем в виду некоторую систему связи. Город не наделен тем уровнем взаимосвязанности, внутренней связанности, которые наделены, в общем, большинство преуспевающих современных и счастливых городов. Мы имеем, к сожалению, весьма неорганизованную городскую ткань, что стало результатом, в том числе, идеи свободной планировки, ориентироваться в которой чрезвычайно трудно. Это такие дома, стоящие, значит, на расстоянии друг от друга, полностью исключающие возможность формирования улиц и так далее, и так далее. Это, знаете, бесконечный там дом 25, строение 42А и так далее, и так далее. Наконец, это в общем, деформация, казалось бы, ясной, внятной, правильно организованной структуры исторического центра. Огромное количество, бездна каких-то появляется, лачуг, сараев и так далее в пределах традиционных землевладений, отыскать которые, строго говоря, невозможно. Также блокирующие какие-то традиционные пешеходные пути, проходные дворы и прочее, прочее, прочее. Одним словом, в общем, создание какой-то нормальной системы ориентирования в городе – это вообще вопрос не только некоторого комфорта, не только, в общем, счастья для туристов сюда приезжающих, это вопрос выживания. Одновременно это связано вообще в целом с нашим отношением к среде обитания, к городу, к нашей жизни и так далее. Если мы говорим об открытом городе, городе для человека, городе общедоступном, городе как бы… Да, то он должен быть, конечно же, должен быть ясным. Информация о нем должна быть доступной. Что в связи с этим нам надо знать и помнить? Здесь уже говорилось о том, что да, сегодня существует как бы два слоя. Город живет в двух слоях. Это в видимом, в зримом слое, где должны присутствовать некоторые сигнальные здания, некоторые маяки и прочее, которые попросту отсутствуют, вы знаете, в большинстве районов. Потому что основные проблемы – это проблема срединного пояса и проблема периферии, не центра города. Там это полностью отсутствует. Сегодня, вообще говоря, вот задача создания этих самых сигнальных зданий или зданий маяков, она является одной из таких ключевых задач вообще современной архитектуры. Это очень важная, в общем, тема на самом деле. А второй уровень – это уровень, понятно, это уровень вот тех услуг, которые, в общем, предоставляются интернетом. Сегодня вы выбираете маршрут по городу, если вы едете на машине. Сегодня вы в состоянии, в общем, выбрать кратчайший путь в метро. Пешеход, пожалуй, обделен, он лишен, в общем, какой-то внятной системы навигации, которая, в общем, в принципе достижима и, в принципе, наверное, вполне возможно. Этот вид сервисов, этот вид услуг развивается, в общем, чрезвычайно быстро, и он, как мне представляется, станет локомотивом и станет тем ресурсом, на который потом будут ориентироваться все остальные, в общем, виды связей. В свою очередь, в системе различных коридоров, различных видов связи, если угодно, различных логистических структур, скорее всего, будут, конечно, более быстрыми темпами, хотелось бы надеяться, развиваться система общественного транспорта, прежде всего метро. И метро обязано сегодня, в силу многих обстоятельств, в силу того, что действительно это самый привлекательный, самый популярный вид транспорта, разработать для себя, в общем, вот ту навигационную систему, которая бы нас устроила. Метрополитен практически ничего не знает о поверхностном транспорте. Если он где-то подсказывает какой-то табличкой, наклеечкой, то он знает только об общественном транспорте. Маршруток он, в принципе, не знает как таковых. К сожалению, никто из поверхностных и метрополитен транспорт не знает про пешеходные переходы подземные. То есть выходя из метро в подземный переход, ты попадаешь порой просто в вакуум информационный. И уже дальше ориентируешься интуитивно. Вроде я двигался из центра, значит, чтобы выйти из центра же,
мне надо выйти направо, просто зная, что правостороннее движение в городе. И так далее. Ну, иллюстраций здесь много. О том, что они друг о друге не знают, мы все можем массу собственных примеров привести. Это однозначно плохо. Просто однозначно. Тут нет... Можно спорить, но на самом деле это то, что нужно изменить. Конечно же, если каждую систему анализировать, конечно же, каждый слой навигационный существующий обладает своими недостатками, но и достоинствами. Это тоже интересная тема, потому что у нас есть внутренние симпатии по отношению к очень традиционным вещам. Старая система московского метрополитена того же нам приятна. Она может быть не до конца информационна, но мы к ней испытываем приязнь. Она нам привычна. Старые таблички трафаретные на наземном транспорте, которые до сих пор остаются на части автобусов и трамваев особенно, они нам тоже приятны. Их практически невозможно прочесть, но они нам симпатичны. И так далее. На самом деле, то есть очень сложно, система многогранная, ее можно по-разному описывать, и под идеей обобщенности создание чего-то общего подразумевается не столько даже объединение дизайна, взять и причесать все под один какой-то дизайн современный, новый. Нет, на самом деле прежде всего объединение информационное, то есть смыслы, тексты, одни слова. Выход в город у нас звучит в фантастическом вариативности. Где-то просто выход, где-то выход в город, где-то выход в центр, где-то еще. И это все время по-разному формулируется разными графическими языками. Она должна быть последовательная и так далее. Помимо прочего, размышляя над современными слоями и современными способами получения информации, мы, конечно же, не можем игнорировать все современные технологии, QR-коды, наши гаджеты, лежащие у всех в карманах, смартфоны, планшеты и так далее. Но мы не должны забывать того, что не у всех они лежат, что есть целый спектр аудиторный и по экономическим, финансовым причинам не способные положить себе такой гаджет в карман. И по возрастным есть дети, которым мы не положим сами в карман смартфон. И есть наши взрослые сограждане, которые просто не очень понимают, как этим пользоваться. Поэтому, конечно же, вот то, о чем Андрей Владимирович говорил, о том, что есть две составляющие. Одна система навигационная должна быть общедоступна без исключения. Она должна нас окружать и быть легко обнаружима, и не требовать никаких цензов технических или финансовых. Да. Но, с другой стороны, людям, имеющим такой смартфон, имеющим такой интерес и способ получения информации, давать больше информации при желании. И в результате мы пришли к идее некого такого интерактивного, завязанного на городскую навигацию пространства, которое окружает всех нас, которое обладает QR-кодами, системой считывания этих QR-кодов и, соответственно, система, которая помогла бы нам попадать в некое виртуальное пространство, обладающее разными информационными слоями. И здесь эти QR-коды, в общем-то, могут располагаться совершенно практически везде. Многие города начали эти эксперименты с транспорта, просто потому что на эти QR-коды легко зашиваются все расписания, логистика и так далее. Но по большому счету даже уличные, угловые, домовые указатели, указатели направления движения, пешеходного, конечно, ориентирования, на скорости из автомобиля его не прочтешь, могли бы давать нам возможность получить больше информации о том или ином строении.